чем это связано, точно не знаю. Думаю, уже немного устал, особенно морально. Я в этом году сыграл очень много матчей на этом турнире. Опять же, сыграл много матчей. Вчера был тяжелый матч, и не все получалось, что я хотел. И поэтому во втором сете играл лучше. Если продолжил так играть, то выиграл бы и третий сет, но не получилось. А что конкретно не получалось? Очень много ошибок. Ну, завтра полуфинал в парном разряде. Говорите сами, что подустали. Завтра важно играть. Ну, пару играть легче, и буду выкладываться на всю катушку, там посмотрим, что будет. Данил, ваш соперник показал очень вязкий теннис и очень возвращал практически все. Как это на нервах? Это сказалось на ваших? То есть... Нет, на нервах особо не сказалось, потому что я считаю, что если бы я играл как я обычно играю, то я бы сумел его победить, потому что, возможно, сегодня он играл тоже не лучший теннис, потому что он уже стоит 50 в мире каким-то образом. Загадочно. Я должен был немного больше уходить в сетке. Надо было чуть по-другому построить игру. А как по-другому? То есть, ну вот на самом... Выходить в сетку. То есть именно выход... Завершать ударным слетом. Еще, у меня есть еще вопросы. Просто. Давай. Да, у меня вопрос. Во-первых, поздравляю вас с победой в конкурсе вашего спонсора. Да, Я победил? Ну, насколько я, по крайней мере, мы все за вас голосовали, и, вы ретвитнули, например, мой твит о том, что пора уже объявлять победителя, да, потому что мы обошли французов, нас много пришло в Твиттер, и вы по очкам в любом случае вы сделали. Я надеюсь, что я победил, но они пока официально не объявили, поэтому не могу ничего сказать, сам не знаю. Да, но в связи с этим хотелось бы, вы не могли бы прокомментировать вот этот ваш скачок в рейтинге, который вы собственными руками сделали в этом году? Вы сказали, что вы много сыграли, расскажите, может быть, какие-то ключевые моменты, потому что сезон блестяще вы провели. Нет, ключевых моментов не было, просто я старался повышать уровень мастерства. Я думаю, что я уже в прошлом году играл лучше, чем был мой рейтинг, если 30-й я закончил этот год. Поэтому просто старался улучшать игру, и я считаю, что я играю очень хороший теннис сейчас, почти везде показываю хорошие результаты, и надеюсь, все-таки закончить процесс. Данил, вот сейчас теннис, время сегодня, надо посоветоваться с Кравчуком и Кузнецовым по поводу ваших сегодняшних соперников. Андрей сказал, что обязательно вам все расскажет, потому что он считает, что главное, конечно, чтобы вы сами знаете, как вам играть, и чтобы исходили из себя, а не язык рассказывать, как будто вольный перевод. А Костя и Андрей знают про этих соперников? Они им проиграли. Они им проиграли, если вы выйдете в финал, я не знаю. Если выйдем, то, конечно, что-нибудь спросим, но я не думаю, что они смогут много рассказать, все-таки они проиграли. Поэтому обычно у проигравших так не спрашивают сильно советов, потому что, значит, они же не смогли в матче сделать для того, чтобы победить. Да. Но, во-первых, для начала нужно выиграть полуфинал, будем стараться играть в свой теннис и показывать хорошую игру. Да, вы сказали, что вы хотите с удовольствием сыграете за сборную, если позовут против Сербии, и уже сделали заявку по игре, да, обыграв сербов. Вы уже обсуждали, уже поступало предложение? Потому что на тот момент, насколько я помню, пока еще не было предложения выступить за сборную. А теперь что-то изменилось за последние несколько дней? Я думаю, что тренер рассматривает такую возможность, но я думаю, они будут смотреть еще, может, даже в начале года, как кто будет себя чувствовать, как кто будет выступать, кто проведет сезонную подготовку. И, думаю, пока они вообще даже сами ничего не знают, кого вызывать на матч. Если вы вернуться опять к паре, значит, я помню, Андрей говорит, что может быть все, но вас представила вот эта пара с высшей, значит, с испанцами, но они снялись. Вот то, что вы с ними не играли, вот как вы считаете, это плюс или минус вам пошло? Мне как для одиночки... как, если можете сказать. Но для одиночки это на меня никак не повлияло, потому что в итоге я бы играл с ними, скорее всего, до матча с Виктором Троицким, я выиграл, поэтому это никак на меня не повлияло. А для нашей сыгры с Андреем, но все равно всегда лучше так по-легкому выйти в полуфинал и уже быть ближе к финалу и победе. Спасибо. Для попадания в Австралию будете ли что-то дополнительно менять в календаре, чтобы уже наверняка? Пока у меня запланировано еще 3 турнира, и очков, в принципе, для попадания на Австралию, я думаю, надо набрать не очень много. Посмотрим, как
рассказали. Сейчас я еду на следующий день в Будапешт, потом в Италию и Братиславу, чтобы видел меня сегодня чем-то. Если позволите, я все-таки задам вопрос, который меня здесь не видел, но он слышал, что сегодня делают с Анатолием. Теперь мы сегодня видели, что в Москве угрожали, что люди, которые занимаются ставками, она связала их с политикой, и их со ставками. Вот он сказал, что это обычное дело, когда угрожают после матча, вот якобы, что ты проиграл. Вот у вас, когда мы такие встречались, вот вещи угрозы в интернете, там, Но именно виртуально угрозы. виртуально, да, угрозы виртуально, да. У вас там бывало? Постоянно. Уже вот сейчас все там. Вы все были, да? Отлично, в принципе, Ну, я не знаю, чем они занимаются ставками или нет, скорее всего, но они не пишут что-то. Они на меня поставили, они просто пишут угрозы. Прямо угрозы или ругательства? Прямо угрожают тут жить? Все пишут, все, что хочешь. Все, что захотят, то и пишут, я просто блокирую. После 3 турниров, где вы будете проводить предсезонную подготовку, и какие первые пару турниров будете играть? Это будет зависеть от того, как вы сыграете эти 3, или... Да, то, что я буду играть в следующем году, будет зависеть от того, как я закончу этот год. Предсезонку буду проводить во Франции, там где-то. Хорошо, удачи. Спасибо.